Картошку любите? А это не картошка, это восхитительное пирожное. Потому что сейчас декабрь месяц, скоро Новый год, пора чудес. И чудеса случаются. Картошка превращается в пирожное. А у нас, в нашей мужской казанно-мангальской студии, появляется добрая волшебница Виктория, которая кормит меня вот этим всем. Если вы считаете, что я люблю только баранину, рис, плов, шашлык, нет, ничего подобного. На самом деле я сладкоежка, и я очень люблю все сладкое. Только готовлю в последнее время сладкое все реже и реже. Потому что у меня появилась добрая знакомая Виктория, которая, пока я кофе пью, расскажет пару слов о себе. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Вот совершенно случайно Сталик заехал ко мне в гости в мою кондитерскую, и теперь появляется там очень часто. И у него же есть свои любимые десерты, которые с удовольствием мы готовим не только для него, но и для гостей. Все не так. А что надо говорить? Какие любимые десерты? Я прихожу, там какие-то симпатичные продавщицы, молоденькие девушки, да? Я говорю, девочки, вот это все. Вот это все по одному. А нет, а вот этого хочу по 2. Нет, а вот это вот круассаны мне нужно по 3. Потому что завтракаем там, когда вдвоем, когда втроем. Самое большое чудо, что все это не в Лондоне, не в Париже и даже не в Кремле. Все это в Мытищах. Ребята, вот подмосковный город Мытищи, спальный такой район, да, и как произошло-то? Я еще раз повторяю, что я люблю сладкость. До этого все время покупал что-нибудь в каких-то премиальных супермаркетах. Все это было настолько не то. Вот каждый раз куплю и вот разочарование. Сами готовим обычный Наполеон. Все превосходно, шикарно. А здесь как-то раз ко мне дети, внуки едут, я говорю, захватите с собой чего-нибудь сладенького. Привозят, я пробую одно, пробую другое, так это оставим на завтра. Это все невероятно, это все по-настоящему, по-взрослому вкусно. Будучи в полном восторге, звоню своему знакомому, великому ресторатору Аркадию Новикову. Говорю, Аркадий, хотите посмотреть на шикарную кондитерскую? Приезжаем, и Аркадий говорит, вот это да. Вот это да! Он так сказал? Да. У нас есть фотография. Давайте о себе. О себе, Виктория. Откуда вы взялись? 15 лет я работала бухгалтером. Тем временем мы берем с вами 6 белков, добавляем это в дижу. Работала, считала чужие миллиарды, немножко щепоточку соли, для того, чтобы вкус был более сбалансированный. Начинаем взбивать. Но, честно сказать, удовольствия особого не получала от этих миллиардов. Хотелось чего-то другого. Ну, конечно, так миллиарды, вот туда-сюда. Хотелось чего-то другого большего. И вспомнила свою семью. Триллионы захотелось. Хотелось триллионы, правда. И вспомнила свою семью, своего папу, который всегда накрывал столы, кормил, получал от этого огромное удовольствие. И я подумала, почему бы мне не продолжить эту семейную прекрасную традицию, кормить людей. Потому что это вызывает в людях огромные эмоции, дает мне удовлетворение, и я думаю, что в этой ситуации всем хорошо и все счастливы. И 6 лет назад я открыла кондитерскую. Почему кондитерскую, спросите вы? Почему я вдруг не стала жарить стейки, да? Потому что все-таки... Что, и стейки умеете? Немножко. Конечно, не так виртуозно, как это делаете вы, но немножко умею. Поэтому пришла в голову такая мысль открыть кондитерскую и все-таки дарить людям наслаждение в виде прекрасных десертов, которые собирают семью, всех за столом, люди пьют чай, общаются и наслаждаются прекрасными десертами. Знаете, ведь дарит на самом деле. Как не зайдешь, я беру все время на вынос с собой. Мне удобнее вот дома с чаем, там, перед киноэкраном. В Виктории, в кондитерской, всегда много народа, и очень многие люди приходят с детьми.
И приходят какие-то такие спортсмены, качки такие, знаете, вот тут бежал куда-то из спортзала мимо, зашел там, подкрепился, набрал электроэнергии и пошел дальше. Это что вы насыпаете? Сахар? Тем временем мы насыпаем сахар, и здесь есть небольшой секрет. Сахар нужно добавлять постепенно, для того, чтобы наш белок взбился. Это очень важно для того блюда, которое мы готовим. Берем 300 грамм сахара, добавляем в белок и взбиваем. Подождите, неужели есть разница насыпать разом или насыпать постепенно? Конечно. Я вам расскажу быстро одну историю. 7 лет назад я пошла учиться на первые свои кондитерские курсы. Пришла, и один из очень известных именитых мастеров взбивал белок. Я думала, ну что здесь такого? Ну что, мы белок с вами не можем взбить? Ну ерунда какая. Деньги за это берет. Да. И знаете, он как-то не обратил на это особого внимания. И когда я пришла домой и попыталась повторить, у меня ничего не получилось. Я была очень расстроена, думала, господи, ну такая элементарная вещь, просто взбить белок. Оказывается, это так важно, когда мы с вами готовим какой-то десерт, хотим испечь какой-то бисквит, правильно взбитый белок – это 90% успеха. Поэтому это очень важно. А почему не получалось? Вот почему у него получалось, а у вас нет? Потому что иногда элементарные вещи, которые мы с вами делаем, кажутся для нас привычными и нормальными, а человек новичок. Вы меня в смысле не собьете. Что было не так в ваших действиях? И что Потому было что так человек- в действиях этого мастера? Мастер не акцентировал внимание на то, что это очень важно, а, соответственно, обучающиеся и не поняли, что на этот момент нужно обратить особое внимание. То, что когда мы с вами взбиваем яйцо или белок, мы должны взбить до очень стойких пиков. Что это значит? Вот когда мы взобьем, я покажу, когда вы берете венчик, и белок у вас шапочкой обнимает венчик, да, он не течет, не падает, не делает каких-то там движений. Он стабильный, хороший, и вот у нас уже скоро будет это состояние. Утаила секрет. Утаилась. Я Утаилась. их знаю. Они рассказывают секреты, потому что кругом конкуренты. Как, Виктория, конкуренты поживают? Не знаю. Не думайте про них? Ну, я всегда говорю о том, что конкуренция у нас в голове. И поэтому, знаете, наблюдать за кем-то, смотреть, чтобы он вдруг что-то не сделал лучше тебя, мне кажется, это глупо. Главное концентрироваться на себе, развиваться, делать свой бизнес понятным, качественным, доброжелательным, дружелюбным. Это более важная задача. Развиваться. Могу сказать, что вот эта кондитерская, которую я так полюбил, которая называется, давайте уже будем правду говорить, которая называется «Ягодное облако». Вот просто вводишь в Яндекс.Навигаторе, говоришь «Ягодное облако» и приводишь прямо туда, а там запарковаться невозможно. Оставляйте машину где-нибудь в квартале, либо в двух, и дальше пешочком по навигатору. Значит, «Ягодное облако». Практически, что не раз я туда зайду, девушки предлагают каждый раз что-нибудь новенькое. Вот попробуйте, вот это вот с орехами очень интересно, вот это с миндалем очень интересно. Каждый раз что-то новое. Не стоять на месте. И крутить педали, вот как вот этот блендер, вот как миксер, извиняюсь, вот как вот этот миксер. Крутить все быстрее и быстрее. А он случайно не готов ли у нас уже? Ну, сейчас мы будем вбивать Еще нет? туда. Нет, еще чуть-чуть. И мы будем вливать туда лимонный сок. Добавьте оборотов. Для чего добавляем лимонный сок? Для того, чтобы белок был более стабильный. Мы его прекрасно отсадили и выпекли. Это Здесь покажите, пожалуйста, покажите людям, 2 сколько столовые здесь. ложки. Это 2 столовые ложки. Да, лимонного сока добавляем. Я бы сказал, на глаз, да и все. Скажите, пожалуйста, Виктория, ругаюсь я все время со своими зрителями, с подписчиками, когда они меня начинают спрашивать, там, сколько картошки положить, там, не знаю, сколько морковки в плов, там, вот если положишь 985 граммов морковки в плов, то плов не получится, нужно, чтобы было ровно 1000. А в кондитерском деле вот эти... Вы знаете, в кондитерском деле очень важно. Потому что, когда мы готовим какие-то сложные пирожные, муссовые, и расчет здесь важен, потому что пектины, какие-то желатины и так далее, они очень важны.
Ну вот, посмотрите. Желатин разный, пектин разный, и яйцо Ну, тоже может быть разное. Сказали 7 штук. Но одно яйцо весит 70 грамм, другое 54. И что делать? Обычно мы взвешиваем, либо покупаем яйца определенной категории, С1 или С0. Они всегда примерно одинаково весят, поэтому вы никогда не ошибетесь. Вот так. Ну что, посмотрите, какой у нас пышный белок. Сталик, нужно ложку. Помочь вам? Да, будьте добры. Знаете, вы, Виктория, подаете очень вдохновляющий пример, и я уверен, что сейчас, пока люди смотрят вот этот ролик, у кого-то ёкнуло сердце. И кто-то сказал: я тоже так хочу. Я тоже хочу, я тоже умею, я тоже люблю. Давайте сами. Давайте, я вам помогу. Давайте, давайте. Расскажите, пожалуйста, про ваши первые шаги. Честно говоря, когда я планировала открыть кондитерскую, я не предполагала, что будут такие обороты, объемы, будет такое количество гостей. Я думала, ну, возможно, я испеку один торт, его продам. Мы сейчас добавляем сюда немножко крахмала, для того, чтобы у нас, так как мы будем это запекать. Ну а что, когда взбивали, почему не добавили? Нет, нельзя. Это нужно очень аккуратно, размешивая лопаткой. Это очень важно. В кондитерском деле есть такие маленькие интересные фишечки, которые очень влияют на качество продукта. И когда мы сбили с вами белок, то уже нужно с ним очень осторожно и аккуратно. А еще будут меня пытать, спрашивать, какой крахмал? Картофельный, рисовый? Картофельный крахмал простой, который есть. Вот смотрите, сегодня делается десерт специально для того, чтобы любой человек, вот у меня сын любит готовить, любая дама, дети, мама вместе со своими детьми могут приготовить этот десерт. Он очень простой, но уверяю вас, что вы получите огромное удовольствие не только, когда вы будете его готовить, но и когда вы будете вместе наслаждаться и поедать его. Ребята, молодые мужчины, дочки подрастают, невесты будущие, ведите их сюда, отмотайте чуть назад и скажите, что вот тут одна женщина готовит какие-то совершенно чудесные десерты, и... Я не знаю, когда я выбирал себе жену, я пришел к ним домой, и там просто все было очень вкусно. И там были какие-то потрясающие торты. Только я все время путаю. Как по-русски правильно говорить? Торты или торты? Куда ударение поставить? Не знаю. Ну кто из нас двоих русский? Добавим немножко изюминки в этот десерт и потрем сюда цедру лайма. Лайм вообще это какой-то уникальный продукт. Полностью согласен. Если его добавить, например, в малиновое варенье, сок лайма, вы не представляете, какую свежесть и какой необыкновенный Пробовали вкус. когда-нибудь? В малиновое... Подождите, вот уже готовое малиновое варенье, туда добавить сок лайма? Сок лайма. А перемешать? Перемешать и быстро снять с огня, и вы почувствуете какую-то свежесть, цитрусовую нотку. Мы сюда тоже добавляем цедру лайма, и когда мы уже испечем, то во вкусе мы почувствуем вот эту вот нотку лаймовую. Перемешиваем. Подождите. И сейчас... Есть. Загляните, там есть немножко, там чуть-чуть. Да, они дадут Там некую вот такую нотку. Вот такой поцелуй такой, вот такой, в Да. щечку. Сейчас мы все перемешиваем, и А пахнет уже здорово. пахнет необыкновенно. Мы это все перемешиваем, и сейчас нужно будет это все отсадить на противень и поставить выпекать. Я что-то не очень понимаю, что такое отсадить. Отсадить. Это Знаете, такие почему я начал писать свою первую кулинарную книгу? Потому что я вот брал кулинарные книги, открывал, и там было написано «отсадить». Я думал, мамочки, ну что это такое отсадить? Как это? Что это такое? Рассказывайте, давайте. Мы сейчас положим Кондитерский мешок. Надо показать, кондитерский что это мешок. такое. Смотрите, это кондитерский мешок. Здесь мы делаем насадку. В А это у вас с принципе, таким наперсточком, с да, в насадкой? принципе, можно не без использоваться насадкой, просто отрезать уголочек. Да. И Вот для кулек чего, купили на рынке, так вот раз отрезал. да, для уголок. чего это нужно? Для того, чтобы у нас был ровный слой. А у вас вот такой прям специальный кондитерский мешок, да? Да, Это у вы, нас наверное, для специальный. того, чтобы вот, когда ко мне сюда шли, взяли такой специальный Да, кондитерский самый мешок. лучший взяли. А так-то мы там из обычно пакета. Конечно. целлофановый такой. Целлофановый. Постирали его и посушили на Нет, веревочке. ты что, мы работаем профессионально, пользуемся профессиональным оборудованием, пользуемся профессиональными инструментами. Слушайте, это же все адски дорого. Это профессиональное оборудование.
Если вот простой миксер, там, не знаю, там он стоит, там, ну, самый лучший сколько может стоить, не знаю. Давно не ходил по магазинам. Но профессиональный миксер это сразу умножай, там, не знаю, на 7, на 8, на 10. Чем лучше миксер, тем дороже. Да, и хочу вам, кстати, как бы отметить, что... Денежки где брали? Денежки где брали? Там, где, там, честно где миллиарды скажу, приходили. честно скажу, муж проспонсировал. Правильно выйти замуж. Слышите, да, девушки незамужние? Правильно выйти замуж. Да. Надо выходить... Замуж за перспективного. Вот именно это я хотел сказать. Да. Не у того, у которого много есть, и он ничего не делает. Кайфует там, не знаю, на машине вот так вот катается, там, по барам, по дискотекам, там, по клубам, по ночным, да? Он это очень скоро промотает. Папа у него помрет когда-нибудь, рано или поздно, и он это все промотает. Надо идти за тем парнем, который... Почему вы ничего не делаете? Сейчас... Идите за противнем. Папа, это вас не касается, вы уже замужем. 28 лет. Надо идти за тем парнем, который сегодня зарабатывает 5 рублей, завтра 6, послезавтра 10, потом 15 там, и так далее, и 30. Да? И тогда он вас проспонсирует, и вы тоже откроете кондитерскую. Это правда. Бездонное небо, ущелья Тяньшаня, ручьи с гор бегущие, а это спасенье с небес, что поможет пройти одинокому путнику сквозь пески и барханы. Глоток чистой воды. Экселлент. В синей бутылке сияет золотом на белом. Название Тассай. Ну что, все это мы будем выпекать. Виктория, ну вот ваш, значит, молодой человек, супруг ваш проспонсировал. И хочу вам сказать, что это единственный человек, который в меня поверил. Потому что все как будто вы у кого-то еще что-то просили. Не, ну просто все говорили, зачем ты работаешь в крупной газовой компании, соцпакет, зарплата высокая, 5 минут на работу туда-обратно. Что тебе надо? Сиди, работай. Зачем все это? Это сложно, это ответственно. А вдруг не получится? Понимаете? Это же тоже мне говорили. Вот так мы отсаживаем. Вообще это прекрасное занятие для детей. Вот представляете, мы им такой пакетик даем с белком. И тут можно рисовать все, что угодно. Мы с вами очертили такой контур, а теперь просто отсаживаем белок. Скажите, пожалуйста, Виктория, ну, вот на Западе такие вопросы не принято задавать. А у нас в России это нормально, я считаю. Ну и как? Спонсоры-то вот не разочарованы финансовыми показателями? Нет, спонсор не разочарован. И самое главное, он получил довольную и реализованную жену. Да. Это тоже важно. Когда рядом с вами довольный, счастливый человек, который развивается, и вы развиваетесь вместе, то бишь мы, да, 28 лет женаты, у нас 3 детей. Подождите, вы 28 лет замужем? А родители-то ваши знают об этом? Да, 28 лет назад они присутствовали на нашей свадьбе. Да, у нас 3 детей. Посмотрите, как должна выглядеть счастливая женщина. Мы все успели. И кто может сказать, что она 28 лет замужем? Что, в 14 выскочила? Нет, 18 с половиной. Тоже нормально. Вот так вывалили бы и разровняли бы лопаткой. Можно было бы, вот но мы же хотим, вот чтобы красиво было, правда? Чтобы это потом была одна толщина, чтобы рулет закрутился идеально. Смотрите, я все переживала, вдруг не хватит. А у вас все равно вот тут дырочка. А вот тут, когда она попадет в печь, все будет хорошо. Все. И вот Виктория, ну в таком давайте. виде мы отправляем это все. Это вкусно, да. Чувствуете лань? Вот. Есть такие секретики. Все это мы отправляем в печь. Это куда? Это можно отдать детям, мужу, и пусть облизывают дешевле. У меня дети очень любят это облизать и говорят: мама, пожалуйста, оставь нам что-нибудь. Все, мы отправляем это в печь. Виктория, вот 160 градусов нагрета печка, нормально? 160 градусов мы нагреваем сначала, потому что при открытии двери температура упадет, а потом мы с вами снизим до 140. Вы можете уже... Я сразу вам поставлю 140. Да.
Открываем духовой шкаф. Ставим наш белок. И ровно через 32 минуты. Сколько? 32. Подождите, что а вот Стой, 30, не смогла 35, 30, 35, 40, это все. Это все очень важно, но хочу вам напомнить еще раз. Каждая хозяйка знает свою духовку. Я вот сегодня не знакома с вашей и посмотрю, какая она игривая. Пойдемте, слушай, с этими вашими граммами, минутами, секундами. Хорошо, что я уже лишился всех волос. Это очень Ну, с ума важно, сойти правда. очень легко. Что это за восхитительные продукты у вас на Это столе? будет необыкновенно вкусный крем для нашего меренгового рулета. Опять нужен вот этот вот миксер. Опять будем взбивать, делать красоту. Помочь вам? Да, будьте добры. Давайте мы сначала все загрузим, потому что все вместе складывается, а потом Хорошо, взбивается. давайте загрузим. Давайте загрузим. Пусть это уже сразу стоит на месте, чашечка. Рассказывайте. Берем с вами 500 грамм сливок, жирностью 33%, это очень важно. Сливки для взбивания. В магазине мы всегда можем купить такие сливки. Они должны быть холодные, это тоже важно. Вообще в Сколько? кондитерке 500 грамм. 500 грамм. В кондитерском деле очень много важных «но». Сюда мы добавляем сыр маскарпоне, 225 грамм. Ну, возьмем 220 грамм, я думаю, это не так важно. Доброе. Говорит, можно 225, а можно 220. А можно 220. Тоже сюда Доброе. добавляем. И все это засыпаем сверху сахарной пудрой. Вы можете заметить, что очень мало сахара. Для чего? Рулет сладкий, а крем будет очень нежный, он оттенит. Добавляем сюда сахарную То пудру. есть крем почти что нейтральный. Нейтральный, да. И если вы не любите сладкое, вообще можете Я люблю минимально. сладкое. Ягодки куда? Ягодки потом внутрь в рулет. Хорошо. Сюда не Ягодки, будет класть. ягодки на потом. Ладно. Ягодки на потом. Так. Ягодки для красоты. Мы сейчас с вами получим очень нежный и воздушный крем. В принципе, его можно есть и так. Это очень вкусно. Вообще, почему я выбрала кондитерку? Потому что очень все вкусное. Свежие ягоды, пюре, шоколады, сливки. Слушайте, сливки 33%, маскарпоне, сколько там процентов жирности? Очень жирно. Сахар опять там и так далее. Виктория, ну-ка вот, можно попросить вас, встаньте вот сюда. Да. А вот можете встать в позу девушки с веслом? Ну, красиво, встаньте, красиво. Это как? Так, так. Ну как, ну как? Вот так? Ну, посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Скажите, пожалуйста, где эти сливки? Где эти сливки? Я не вижу эти вот эти сливки, я не вижу сливочное масло. Открою вам секрет. Для того, чтобы не поправляться после поедания десертов, знаете, что нужно делать? Сначала нужно съесть что-то вкусное, например, мясо, плов, что-то съестное, и потом немножечко позволить себе маленький кусочек десерта. Тогда вы не будете поправляться. Женщины, хочу сказать вам, что тощая корова еще не газель. И что кошка всегда грациознее вот этой самой коровы, которая питается одной только травкой. Это правда. Вот, посмотрите, какой у нас уже красивый крем. Нам главное его не Ой, это надо перебить. показать. Тут главное вовремя остановиться. А то что? А то отсечется и будет отдельно творог, отдельно что-то еще. Сейчас будет готова меренговая основа, и мы нанесем крем на нее, добавим туда ягоды, закрутим и будем наслаждаться. Разрешите? Конечно. Можно? За ваше здоровье. Что, так просто? Так просто. А я такие деньги плачу. Это я сам это буду готовить. Все? Готово? Готово. Ну что, посмотрим, что у нас получилось. Не знаю, 32 минуты со 32 40 градусов. минуты, 40 градусов. Ой, посмотрите, какая красота. Сейчас Скажите, мы... так как надо получилось? Отлично, исключительно. Посмотрите, какой идеальный рулет получился. Скажите, То, что пожалуйста, вот нужно. прям так как надо, да? Так, как надо. Ну какой-то рулет, слушайте, он же какой-то хрустящий прям. Как вы его... Мы его сейчас остудим, завернем, намажем кремом, украсим ягоды. Это будет исключительное лакомство. Не верю. Не верю. Ну что, сейчас будем творить красоту. Посмотрите, наш Остыло? остыло. Все холодное. Подождите, там же была какая-то такая бугристая. А мы ее перевернули. Для того, чтобы сейчас снять. И эта бугристость будет То есть сверху. Другой поднос наложили. вот Да, этот, и перевернули. Сейчас мы будем снимать пергамент, на котором
рулет пекся. Посмотрите, как все красиво. Какая там внутри прям воздушная масса белковая. Сверху мы нанесем крем из маскарпоне и сливок. Добавим туда, это такой рояль в кустах, можно так сказать, да? Говорите. Это гель из малины и личи, который мы сварили заранее, но... Личи — это такие китайские ягодки, я знаю. Да, они дают такой цветочный вкус. Но вы дома можете использовать любой... Гель! Что такое гель? Где его продают? Это делается очень легко. Варится из пюре малины, личи, пектина и сахара некая субстанция, которая потом Я пробивается. так и знался. И Давайте, получается нет, такое подождите, вкусное. подождите, у нас все по-честному. На моем канале все рецепты, которые люди посмотрели, все могут приготовить. Значит, сначала делается пюре из малины и На личи. самом деле вы можете использовать любое малиновое варенье. Это будет примерно то же самое. Но так как мы же Ну вот другой разговор, варенье. елки-палки, блин, а то пюре, Гель. пектин, миксин. Ну что, Голова-то лопается. Нет, подождите. Вот малиновое варенье, что с ним нужно сделать, чтобы оно стало в такой вот в пакетике? Прям вот, ну она же будет, вот малина будет вываливаться. нам оттуда нужно, кусками. чтобы крем Малиновое соединить- варенье тоже вот так вот блендером или как? Нет, просто вы можете взять и намазать сверху крем. Я сейчас вам это покажу. Начнем? Ну тогда что мне вот про это пюре, вот лечить меня? Вот, Ну, так. ну будьте проще. Вот сейчас совсем просто. Смотрите, берем крем. Вот так вот прям Тот, красиво. который вот мы... Да. Накладываем его вот так вот лопаточкой прям сверху. И сейчас будем его распределять. Перина такая. Да, перейдем. Перина. Немножко крема оставим для того, чтобы украсить сверху наш рулет. У меня есть палеточка. У вас, я думаю, палеточка есть у всех. И если у вас нет палеточки, просто ложкой, просто, я не знаю, чем-то распределяем. Пальцем автомобиль. А можно пальцем, да, почему нет? Это вот, представляете, дети бы тут сейчас мазали с мамами, проводили прекрасное время свое, Виктория, вечернее. Знаете, находясь рядом с вами, мне хочется быть вот таким, вот такой высоты, вот такой высоты, вот так. Почему? Ну вот тогда я очень правильно так вспоминаю свое детство, когда вот мама была вот такой большой, Да. да, и когда она готовила, например, торт Наполеон. Но это же очень важно, чтобы из детства У нас все остались... начиналось с того, что я уговаривал маму испечь что-нибудь сладкое. Да, она говорила, ну тогда бери яйца, начинай взбивать. А теперь мы берем малиновое варенье и вот так вот прям промазываем. Любое, какое вы Погуще любите. нельзя. Ну, мы любим так. вы Опять в можете- зоопарке тиграм мясо не докладывают. Нет, мы же еще сюда ягоду положим, еще потом это все закрутим, иначе будет очень много. Потом берем ягоду, какая у вас есть. У нас сегодня есть малина. Вот так вот на кусочки ломаем и складываем. Сейчас мы все это будем закручивать. И потом, когда мы разрежем это на куски, вы увидите вот эти прекрасные Виктория. слои. А что ломаете? Для экономии? Нет, чтобы больше получилось, чтобы больше вошло. Ну как больше? Сколько есть малины, столько и Так мы еще ломаем. голубику с вами положим, еще можем с вами клубнику положить. И вообще много чего мы можем положить. То, что есть у вас дома, здесь может быть и, не знаю, хурма, все что угодно. Ну что купили за бешеные деньги в супермаркете? Да, малину Хорошо, сейчас зимой. в декабре продают малину, клубнику, в 6 утра завозят свежую. И голубику добавляем. Это будет очень вкусно. Вообще, наверное, летом самый Эх, ребят, хороший вот десерт. не тем я занимаюсь, не тем. Смотрите, как это все красиво. А у меня мясо, лук, лук, мясо, курдюк. Зато это вкусно. Знаете, да? Да, Признаетесь? Если вы меня спросите, что я выберу, мясо или десерт, я выберу однозначно мясо. Хорошо. Будем Ну уметь все, это. посмотрите, какая красота. Ковер, слушай, ковер. Произведение искусства. Теперь самое главное что? Красиво завернуть. Это очень сложно. Ребят, значит, я потрогал, он вот сверху такой вот, он хрустящий и проваливается. То есть, пальчиком нажмешь, ну, туда все. Как она будет заворачивать, я не знаю. Сама не Я знаю. отвернусь, я не буду смотреть. Смертельный номер.
ковриком таким, да? Да. Посмотрите, вот эта вот красота, которую мы отсаживали. Вы спрашивали, а зачем вы так все делаете? Посмотрите, как здесь красиво получилось. Сейчас я вот так вот сниму. Сверху я отсажу крем, украшу ягодами. И через какое-то время мы с вами можем отрезать кусочек и попробовать. Это божественно. Очень просто и очень вкусно. Дальше я оставшийся крем ложу в мешок кондитерский. У меня есть насадка. Давайте насадку посмотрим, пожалуйста. Ну, Здесь, такая звезда. ребята, здесь насадка уже звездочка идет. Да? Вот, Она вот, может быть любая. Там первая насадка была просто вот, куда мы ее использовали, да? Вот когда Да. собирали, да? А сейчас звезда. Основа для рулета. А теперь звездочка. Ну, давайте. Вы должны правильно понимать, Виктория. Мое дело вам мешать и задавать вам каверзные вопросы. Вот. А что нам делать простым людям, если у нас нет такого мешочка? Например, ну вы уже сказали, что можно взять просто пакетик, купить там и уголок обрезать и вперед. Да. А вот такие насадки где-то продают, да? Ну, насадки продают в кондитерских магазинах. А на самом деле можно просто также в пакете сделать дырочку и вот отсаживать вот так вот кругами. У вас тоже будет красиво. Не обязательно прям бежать за насадкой, да? Начнем. Скорей. Виктория, а вот приходят к вам работать кондитеры. Вам приходится их чему-то учить, доучивать? Обязательно. Это очень важно. Даже если ко мне приходит опытный кондитер, все равно он работал и учился в другом месте, да? А у меня есть свои стандарты. И обязательно, когда к нам приходит человек, просто когда приходит опытный человек, на обучение его там уходит, например, месяц, а иногда неделю. Ох уж эти опытные, если... опытные повара, опытные специалисты, Да. ведь они все делают по-своему, все делают по-своему. Ему говоришь, вот носовой платок, пользуйся, а ты отвернешься, он раз и рукавом. Да, есть такое. Ему говоришь, вот это вот надо вот лопаткой так вот все наносить, а отвернешься, он раз и пальцем. Да, такое тоже бывает. Есть люди, которых невозможно А у переучить. вас есть видеокамеры на работе, Конечно, есть. чтобы посмотреть, как они там? Ну, я вообще доверяю своему персоналу. Очень видно хорошего сотрудника. Я как бы долго не объясняю, там, ему не расспрашиваю. Просто говорю, придите и начните работать. Я стою рядом и вижу. И это очень видно. Чай заварить? Да. Будем пить чай с рулетом. Виктория, скажите, пожалуйста, ну вот у этого чуда, у этого предновогоднего чуда, есть ли какое-нибудь название? Ну, в простонародье это называют меренговый рулет. Меренговый рулет. Да. Вот не могли бы вы как-нибудь красиво назвать? Например, меренговый... Ну, давайте, Дайте мне вот этот кусочек, давайте, пожалуйста. например, мы назовем это меренговое облако. Правда? Это же будет Имени имени Сталика. имени Сталика, пожалуйста. Всегда за. Сейчас я вам еще красиво его украшу. Подождите. Последние не всё? штрихи. Нет, в кондитерке очень важно последние штрихи. Ягодки. И, Ягодки. конечно же, сахарная пудра. Ягодки. А вот сюда, вот на эту сторону, не могли бы тоже какие-нибудь ягодки положить? Вот здесь, вот так вот, на расстоянии, на почтительном расстоянии. Это же вот не просто вот рулет, это буквально... Рулет из облака. Ягодного. Итак, кондитерское ягодное облако и волшебница по имени Виктория. Наградите меня этим рулетом. Приятного За терпение. Ни за что больше. Я вообще ничем не заслужил такое счастье. Единственное, что я проявил, это терпение. И хочу сказать вам спасибо большое. Спасибо вам от всех огромное. нас. Спасибо От 2 миллионов 410 тысяч подписчиков и от меня лично. Большое спасибо, Виктория. А вам Готовьте. приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятно. До свидания. До встречи. Пока. Пока.
Дорогие друзья, впереди Новый год и приятные хлопоты. Но даже от приятных хлопот я готов вас избавить. Посмотрите, в моем магазине stalik.ru продается целых 8 больших кулинарных книг. Есть еще и 5 маленьких, но дело не в этом. Когда вы возьмете в руки эти книги, раскроете их, вы поймете, что цена за эти книги очень недорогая. Кроме того, в нашем магазине, в связи с тем, что Новый год скоро, постоянно проходят какие-то акции. Например, можно купить 2 книжки и получить 3-ю книгу в подарок. Например, можно купить 3 другие книги и получить серьезную скидку. За 4 книжки скидка еще больше, а за 5 или 6 скидка просто огромная. Понимаете, делаете всего лишь навсего один заказ, в скором времени получаете одну очень хорошо, очень качественно упакованную посылку, и у всех ваших родных, близких и друзей уже есть подарки. Да еще какие шикарные! Разве это просто кулинарные книги? Это настоящее счастье. Посмотрите, какие подробнейшие рецепты, посмотрите, какие великолепные иллюстрации. Честное слово, я очень старался, когда писал эти книги, и уверен, что они доставят вам очень много счастья и удовольствия. Заходите на мой сайт stalik.ru и заказывайте. Если у вас будут какие-то сомнения, вам обязательно помогут.